Уже по дороге в центр города бросается в глаза, что Пула – это настоящий старинный город. Да, немного обшарпанные здания, но это только добавляет колорита. Наша первая остановка – это амфитеатр Пулы прямо в самом центре. И да, он очень похож на римский Колизей, так что мы ждали гладиаторов. Хотя, честно признаю, мы опоздали на пару тысячелетий. Интересно, что это единственная хорошо сохранившаяся арена с 4 башнями, и раньше здесь, конечно же, проходили битвы гладиаторов, а позже рыцарские турниры. В какой-то момент камни амфитеатра местные жители даже использовали для строительства домов, но арена сохранилась удивительно хорошо. Вход 10 евро, однако у нас не так было много времени расхаживать по аренам, поэтому мы отправились дальше. Пула всегда была таким лакомым кусочком для римлян, венецианцев и австрийцев, поэтому здесь смешались практически все возможные архитектурные стили Европы. Так что через 20 минут пешком мы поднялись к крепости Кастель, которая была построена в 1630 году как раз венецианцами для защиты города и порта от пиратов. Сегодня пушки стоят только как украшение, а внутри исторический морской музей Истрии. Однако мы в него не стали заходить, мне честно уже хватило этого морского музея в Мадриде. Но главное здесь это панорамный вид. Однако хочу подчеркнуть, что это только с холмов в крепости. Просто так, стоя у стены, мы мало что увидели. Очень символично, что крепость когда-то защищала город, а теперь ее штурмуют только туристы, ну и мы в том числе. Дальше по маленьким улочкам мы пришли в прекраснейшее кафе, где я попробовала лучший кофе за последнее время. Определенно рекомендую. В этот момент нам захотелось немного тишины и тени, и мы выбрали парк Монтезаро, зеленый такой холмик в центре. Однако это не самый красивый и эстетичный парк, и у него скорее прикладной характер. Вот тебе дерево, скамейка, сиди, отдыхай в тени. Очень нестандартное сочетание. У нас есть античные объекты и детская площадка. После такого прекрасного отдыха мы пошли дальше и как раз дошли до форумной площади, где стоит храм Августа. Его построили более 2000 лет назад в честь императора, как вы могли уже догадаться, Августа. И он сохранился практически полностью. Сегодня внутри можно увидеть коллекцию античных скульптур, и мы даже заглянули так одним глазком. В принципе, цена выставки 2 евро как раз оправдывает все. Набережная Пулы, конечно, полна жизни. Здесь университеты, порт, старые дома и, конечно же, кафедральный собор, строительство которого тоже началось в районе 4 века. А теперь пришло время для самого эпичного видео с дрона. Вы готовы к этому? Уху! Полетели! Однако на этом наши приключения не закончились. Купленные 2 сосиски в тесте, я их просто обожаю. Будем есть вот с таким видом. Это самый странный концепт хранения багажа. Получается, вот стойка, здесь никого нет. Наш багаж и еще чей-то рюкзак лежит здесь. Дверь открыта, заходи, воруй не хочу. Мы встретили других 2 парнишек, которые оставили записку, что они забирают свои рюкзаки, потому что они опаздывают на автобусы. И здесь как бы еще, смотрите, вот все в свободном доступе, и никого нет. В итоге Макс дозвонился до менеджера, который сказал, что мы можем спокойно забирать наши чемоданы, не писать никаких записок. Честно сказать, я считаю, у них была очень элитная охрана. Видимо, наши чемоданы охраняли призраки как раз из 5 веков. Короче, мы забрали наш багаж и ушли. Мы уже в автобусе, но мы вообще просто офигели. Мы оплатили 18 евро за хранение чемодана в адекватном месте, а там, получается, никого не было.
И не то чтобы мы жалуемся, ничего с нами не произошло, но что бы, если произошло. Поэтому название этого места я напишу здесь вам, так что будьте с этим аккуратным. А мы уже сидим в автобусе на пути в Триест. Так что всем до скорого и чао!